Будь здоров. Добрый день, друзья! Месяц назад я орхидею достала из грунта и поместила в кашпо без грунта, как бы в открытую систему. Для того, чтобы вам показать, живут ли орхидеи без керамзита, без коры, вообще без грунта. Это эксперимент. У меня когда-то, давно, может лет 5 назад, были такие орхидеи, жили в открытой системе. В моих условиях мне это не очень понравилось. Но повторить эксперимент я захотела специально для вас. Так, ты не можешь, чтобы не присутствовать, да? Во-первых, у меня здесь химия, и ты мне не очень здесь нравишься. Так, Сёма, вот там лежать в уголочке и не мешать. Все, ложись, не мешаешь. Я этот эксперимент повторяю специально для вас, но только с одной орхидеей. Давайте посмотрим, что произошло с этой орхидеей за месяц. В течение месяца я ее поливала, опрыскивала. Полив раз в неделю. Наливаю воду чуть ниже основания орхидеи. Даю постоять ей, может быть, даже час, может быть, полтора. Но это зависит от того, как быстро корни впитывают в себя воду. Когда все корни позеленели, тогда я воду сливаю. И раз, два, 3 дня опрыскиваю корни. Вот что случилось. 2 листика пожелтели. Один сам отвалился, я даже не стала его доставать. Второй тоже. Вот он легко отделяется от орхидеи. Желательно убрать остатки, вот эти чешуйки, которые остались на стволе, потому что они будут мешать росту новых корней. И вот для этого придется орхидею доставать, что не очень орхидеям нравится. Так, с поливом понятно. Опрыскивание и замачивание. Раз в неделю, чередуя эти поливы или замачивания. Один раз с удобрением, другой раз чистой водой. Не забудьте, что для этого эксперимента создан плейлист. И в первом видео я показывала, как я опрыскиваю эту орхидею. Ссылку на плейлист я оставляю в правом верхнем углу экрана. Что еще случилось, то, что мне не очень нравится у орхидеи? Один из корней стал сухой, он полностью высох. Поэтому сейчас я его отрежу. Он орхидеи не пригодится. И виламен высох, и он стал ломким, то есть и центральная часть корня, тяж, тоже сухой. Конечно, тут еще есть засохшие корешки. Вот здесь есть кончики. Но даже если бы орхидея была в посадке, никто бы не стал ее доставать, обрезать эти сухие кончики корней. Вот здесь есть корень, который я бы обрезала. Но он совсем гнилой, влажный, и если его высушить, он будет такой же сухой. Сейчас я придержу пинцетом этот корень. Так, видно? И обрезаю кусочек этого корня. Постараюсь его достать. Вот он, совсем гнилой корень. Обратите внимание, что я стараюсь не доставать орхидею, не тревожить, не поднимать корни. Эта орхидея не будет нравиться совсем, если я ее буду доставать, смотреть, потом опять ставить. Орхидее нужен покой. Она даже в кашпо должна быть в покое. И постараюсь вот эти чешуйки также отделить
не трогая орхидею, не нарушая ее покоя. Это можно сделать так. Разрезать посередине остаток от листика и растянуть в противоположные стороны. Все это придется делать пинцетом. Ну или доставать по маленьким частям. Чешуйки подсыхают, становятся очень твердыми и мешают росту корней, росту новых корней. Поэтому обязательно нужно их убирать. Здесь еще видно? Тоже придется делать надрез. Так не получается. Так, одна часть. Здесь между корнями. Вот видите, как приходится тревожить орхидею. Да бог с ней, с этой частью. Она где-то между корнями, внизу там корни расти не будут. Ну а что же с новыми растущими корнями? Да, они есть. Вот продолжает расти корень. Еще один корешок. Растет корень. Вот видно. Смотрите, один корень растет вверх. Ну, в общем-то, орхидеи всегда делают то, что они хотят, а не то, что нам хочется. И еще один корешок. То есть молодые корни растут. Что мне совсем не понравилось на орхидее, появились маленькие черные точки на листе, причем на старом листе. Это какой-то грибок. Какой, конечно, я не определю. Поэтому я обработала орхидею препаратом Скор. Вот здесь на пакетике написано. Это как раз от черной пятнистости, от мучнистой росы. На обороте в рекомендациях есть рекомендации для обработки роз и цветочных культур. Но цветочные культуры – это мучнистая роса, а у меня здесь черная пятнистость. Поэтому я разводила этот препарат так, как указано для роз. Здесь указано на 4 литра, на 10 литров. Мне же столько не нужно для обработки орхидей. Поэтому я всегда высчитываю, сколько препарата мне надо на 250 миллилитров. Поэтому переливаю препарат в шприц и стараюсь использовать так, как написано в инструкции. Препарат хранится прекрасно в шприце. Пусть он там и остается. Если понадобится, я его еще раз использую. Обработала всего 1 раз. Все делаю так, как написано в инструкции. Пока распространения больше не увидела. Если не будет распространяться эти маленькие черные точечки, значит, 2-й раз не буду обрабатывать. Если мне что-то опять не понравится, 2-ю обработку буду проводить через 20 дней. Я хочу вам сказать, что запах у Скора не очень приятный. Пришлось работать в лицевой маске. Действительно неприятно. Убрала всех профессоров из комнаты и обрабатывала орхидею очень аккуратно в плане своей защиты. Ну что ж, понаблюдаем дальше за такой орхидейкой. Говорю сразу, если мне будет не нравиться, как она растет, как она развивается, я ее обязательно посажу в грунт. Но сейчас 50 на 50. Мне что-то нравится, что-то не нравится.
Поэтому эксперимент продолжается. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Усыпили кота. Нет. Нет, скажи, я слушаю. Ну хорошо, слушай дальше.